Всем привет, с вами Сергей Вспышки, и тема видео будет китайский тяжелый танк 112 в патче 9.15, который нагрянет к нам в течение месяца. Но это судя по второму тесту, который уже выкатили. Данный агрегат будет выведен из продажи. Некоторое время назад разрабы уже выводили танки с льготным уровнем боев, и это премии, и история, в общем-то, продолжается. А любой подобный момент в игре классически уже сопровождается определенными мыслями, как то, а нужен ли такой танк в игре, а также, а нужен ли он мне в ангаре, и не будет ли ошибка игнорировать данные машины, особенно на фоне роста интереса к топовым китайским тяжам после гранд-финала. Одновременно с этим разбором давайте проведем небольшой опрос в комментариях. У кого есть 112, добавляйте к своему комменту количество боев на этом танке. Давайте попробуем разобраться и определиться, есть ли фишка у этого китайца. В дано у нас имеется следующее. Из явных плюсов это льготный уровень боев, лобовое бронирование башни округлой формы, держит удар до 250 мм пробития. Ну плюс-минус рандом, понятное дело. Скорость до 45 км в час, которую реально набрать. Альфа 390, кумулятивы у него есть на 250 пробития. Перезарядку можно разогнать до 11 секунд, но еще эта машина фармит. Может стрелять только голдой и не уходить в минус, ну, понятное дело, если будет попадать. Танкует гуслей, ну и чуть не забыл, это, конечно, дедовские вертуханы. Они залетают. Из минусов. Это слабый корпус. Пробивается орудиями 160 мм пробития и выше, понятное дело, опять же, плюс-минус рандом. Переднее расположение баков может загореться в лоб, но это в патче 9.14, в патче 9.15 баки убирают для повышения комфортности игры на этом танке. Также к минусам относится слабый основной бронебойный снаряд. 175 мм пробития на 8 уровне, а бьется он с восьмерками и девятками. Это как у ИСа-6, как у Су-122-44. Это не очень много, но для Су-122-44, в общем-то, это нормально. А вот у ИСа-6 там проблемы, и мы постоянно стрелять приходится нам голдой. Но там подкалиберы, а здесь кумулятивы. Также есть у нас у китайца плохая стабилизация орудия при большом времени сведения. Также плохая поворачиваемость корпуса, мы так не успеваем за теми парнями, которые нас кружат. И низкая скорость поворота башни. Также высокая критуемость членов экипажа. Выбивает достаточно часто мехвода, выбивают наводчика, заряжающего выбивают БК, выбивают баки. Ну и, понятное дело, это китаец, и здесь у нас также присутствуют отвратительные углы вертикальной наводки. Из личных наблюдений стоит также указать следующее, что экипажу просто жизненно важно боевое братство и перки на стабилизацию орудия. Также, если коснуться момента выбора оборудования, то тут есть только два варианта. И в обоих присутствует два обязательных модуля. Это приводы наводки и стабилизатор. И к ним уже идет по вкусу досылатель или вентиль. Досыл, если нет боевого братства, вентиль, если братство есть, и давайте это все дело усиливать. Но если у вас уже есть трехперковый китайский тяжелый экипаж, который достался вам во время прокачки, к примеру, до ВЗ-111-4, то вам повезло. Если у вас такого экипажа нету, и у вас в принципе нет китайского экипажа, то я сомневаюсь, что эта машина вам нужна. Если я что-то упустил по 112-му, то, пожалуйста, добавьте это под видео, помогите другим игрокам в выборе. У нас есть немало плюсов, ну так по количеству, но также есть и немало минусов, из которых получается вообще неоднозначный тяж с заниженным уровнем боев. Лично в моем наборе танков 112-е всплывает очень редко, даже несмотря на льготный этот самый уровень боев. Если вдруг надо фармить и хочется потанковать, то есть в конце концов ИС-6. 112 при всем при этом не может конкурировать с товарищами по цеху ФЦМ, быстрее его. Я здесь подразумеваю, понятное дело, премов с заниженным уровнем боев, которые остаются в продаже. Суперпершинг точнее его. ИС-6 комфортнее как тяж. В итоге мы получаем такого принца-полукровку, который не найдет себе теплого места в рандоме, потому как ему не очень-то сильно рады. Есть, конечно, каста фанатов китайской ветки, но этот танк у них и так есть наверняка. Другим он нужен? Ну, мой ответ, если честно, не знаю. Так как деньги, в конце концов, потратите вы свои, а не мои, и решать вам.
К сожалению, сейчас этот танк нельзя опробовать даже на тесте, то есть можно было зайти на тест в предыдущей версии, купить этот танк, покатать. Быть может, кто-то это и сделал, учитывая, что проходила информация, что у него вот баки убирают из передней части. Но сейчас это сделать нельзя. Поэтому остается, если вы так задумались над его покупкой, пораскидать мозгами над ТТХ других танков, посмотреть мой танкосмотр-сравнение всех прем-танков, это вам может помочь. Игра на этом танке не будет полна красок и радости. На нем надо лезть вперед из-за слабого обзора, который лучше не усилять, потому что есть вещи, которые нужно усилять. Это гребаный разброс. На нем надо танковать, потому что, опять же, из-за точности мы хорошо стреляем вблизи, мы хотя бы можем стрелять вблизи. Соответственно, на нем не снайперить. На нем есть очень много надо. И если это надо не будет реализовано, то из-за слабости танкиста наступит габела. Вы забросите этот танк, и все будет напрасно, и траты эти тоже. Будет много возни и привыкания. А после того, как вы привыкнете, вас может настичь такой стокгольмский синдром, где в роли жертвы будете вы, катающий этот танк без остановки фактически, а в роли мучителя китайский тяжелый 112. У меня случилось дважды именно так. Я где-то проводил серии по 50 боев на этой машине и не мог остановиться. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите просто так на канал посмотреть, не появилось ли новое видео, или посмотреть старые. Завтра в 20:00 будет стрим. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за внимание, с вами был Сергей Вспышка, пока-пока.